Представители знака зодиака Лев. Здравствуйте, мои дорогие львы и львицы. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 21 по 31 декабря. Последние дни уходящего года. И наше видео называется «Узнай будущее». К чему все идет? Или что изменит ваши планы? Вот в целом давайте узнаем подсказки карт на будущее или каковы события, с чем они будут связаны в эти 10 дней. У нас сегодня две колоды, колода Ленорман и карты Таро. И мы достанем на колоде Ленорман 4 карты, посмотрим, какие события, как последовательность, по крайней мере, как видят карты, нам расскажут на этот период. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все равно получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, Ленорман. Карта называется «Волшебное зеркало». Ленорман. Какие же 4 события? События ближайшего будущего. События ближайшего времени. Может быть, это сфера жизни. Могут быть и какие-либо новости. Я должна сказать, что именно декабрь, планетарные транзиты, имеется в виду Нептун, который как раз с 7 на 8 переходит из ретроградного в прямое движение, он находится в знаке зодиака Рыбы. Это влияет абсолютно на всех, хоть вы львы и не рыбы, можете спросить, почему она про рыб говорит. Но имеется в виду, что мы можем узнать какую-то открывшуюся тайну, мы можем для нас, как бы самих, может стать что-то очевидным, то, что мы прежде не замечали, или может прийти какая-то информация, могут произойти какие-то объективные события в этот период, но я должна сказать, период это только называется с 7 на 8, или сам по себе транзит происходит, как бы переход, да, между прошлым и будущим. Но на каждого из нас этот транзит влияет в свое время. И это не есть один пункт какой-то или один день, момент перехода. Это то, где-то то, что может проигрываться в нашей реальной жизни – плюс-минус 2-3 недели. То есть практически у кого-то вы уже могли столкнуться к этому моменту с какими-то новостями, событиями, обстоятельствами или заявлениями конкретного человека, его решениями. И вы обдумываете свой какой-то план. Или для кого-то из вас может проиграться в последующие дни уходящего года. Итак, события ближайшего будущего. Словно это как пункт какой-то, или точка какая-то нового отсчета, когда мы будем думать по-новому, можем корректировать свои планы по-новому. И на картах Таро неожиданность, неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем. С 21 по 31 декабря. В чем ваша сила? Следующую карту достанем. Что вам будет помогать, что, может быть, само в руки идет, буквально так, и по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергия денег, что карты подскажут на личную жизнь, как видят, и мы достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Что же нам расскажут Ленорман, события ближайшего будущего? Вот правда, развилка. Кто-то в этой развилке, будем говорить, ну так, аллегорически, образно, уже находится, может быть, с начала декабря. Или есть какая-то тема, в которую вы уже словно вошли, она будет продолжаться вот в эти последние 10 дней, последнюю декаду декабря. Выбор придется делать, мои дорогие львы и львицы, у каждого, понятно, он свой, у кого-то он будет более банальный, более такой бытовой, приземленный, а у кого-то это будет касаться чего-либо важного, может быть, и личной жизни, или кардинальная смена на работе, может быть, изменение графика вашей жизни, когда нужно себя где-то адаптировать и перестроить. Будьте к этому готовы. Много дорог, с одной стороны, открываются, но вот все то, что я говорила до видео, планетарные транзиты, действительно у каждого проиграется по-своему. Развилка, увы, выбор придется делать. События ближайшего будущего. И вы знаете, выбор придется делать более чем реально. В этой колоде Ленорман две пары, мужчина и женщина.
и нам показана реальная женщина, потому что есть такие, больше как бы художник старался передать именно на уровне наших планов, на уровне наших желаний, а здесь нет, земная женщина. Поэтому, мои дорогие девочки, это просто ваши планы, это ваше состояние души, у кого-то, ну, вообще состояние ваших дел, вас самих, и может быть, и где-то быт, вопросы дома, вопросы, связанные с детьми. Одним словом, это вы сами. Мои дорогие мужчины, это ваша важная женщина. Или это та, которую вы любите. Конечно, это может быть руководитель, безусловно. Опять же, у каждого своя какая-то развилка. Или есть какой-то вопрос по части, может быть, родственников, или пусть это даже человек, которого вы недавно, например, узнали, и тоже вы, значит, есть какая-то составляющая, над чем вам нужно подумать, что-то для себя решить, определить. Вообще, так бы сказала личная жизнь, как будто бы так. Ну, это для большинства вижу я так. Смотрите, у вас сильная позиция. Конечно, эта карта будет говорить еще и о том, что, возможно, вам нужно согласовать некоторые документы по аркану Медведь. Мы часто отправляемся в инстанции. Нам нужно оформить буквально, может быть, какой-то диалог с чиновниками, узнать, как лучше подступиться к какому-то делу или что от нас потребуется, может быть, какие документы. Мы всегда что-то делаем наверняка, надежно, уверенно, когда идет аркан Медведь. Но и кроме всего прочего, карта, конечно, говорит о том, что в последние 10 дней уходящего года ваши позиции, они сильны. Но вот посмотрите, все более чем реально, но выбор придется делать. Какой-то, может быть, даже сложный выбор, и у кого-то он будет проигрываться как действительно как пункт или точка не только нового отчета, а еще и где-то невозврата тоже. Все же 4 дороги нам показывает первая карта, одновременно в 4 стороны мы не пойдем. И неизбежно мы от чего-то откажемся. Поэтому думайте на перспективу. Вот в целом 3 карты говорят об этом. И будьте реалистами. Перспектива имеется в виду не розовые мечты. Да, мечты – это здорово, они нас окрыляют. Но, значит, максимально, мои дорогие львы и львицы, карты, 3 карты Таро нас приглашают именно рассмотреть будущее с той позиции, которая означает наши возможности сегодня, и использовать вашу силу по максимуму для себя самого или самой. Правда, будущее, посмотрите, ни шагу в прошлое, все карты только об этом. И карта письмо может говорить как раз о документах, я уже говорила, или о важном сообщении. Если мы про Нептун говорим, какое-то известие вы можете получить, может быть, и СМС, не обязательно письмо. Кто-то вам сообщение напишет в мессенджерах, такое тоже может быть. Возможно, это как предложение и по работе у кого-то проиграется, если были уже к этому предпосылки, или вы, допустим, отправлялись на собеседование, что-то вы уже проделали. Почему так говорю? По аркану письмо всегда, и особенно в этой колоде, именно мы какую-то перезагрузку совершаем в нашей собственной душе. Потому что понимаем, вот сейчас у нас идеальное время словно шагнуть в будущее. И карта очень хорошо это передает. У нас показано словно, смотрите, письмо. И причем так расположено, что не совсем понятно, это стол перед окном, либо все же это дверь. Потому что очень хорошо просматривается уже дорога вперед. Да, вот то будущее, которое еще без каких-то конкретных пунктов наших действий, цепочки развития событий. То есть сама по себе неизвестность, она присутствует. Но оно доброе, светлое, нас карта приглашает именно перейти из какого-то или оставить, словно за спиной, за плечами, то, что вас расстраивало, или то, что для вас было каким-то, ну, очень сложным периодом жизни, и просто поверить в то, что мечты сбываются. И нужно быть, конечно, с одной стороны, как я сказала, реалистом, но помните, Альберт Эйнштейн говорил, воображение
важнее знаний. Он явно говорил это не просто так, это великий гений. И значит, все же мысль материальная, это тоже у него много фраз, много работ по этой части. То, что мы думаем, в то, что мы верим, мои дорогие львы и львицы, в эти 10 дней для вас наиболее актуально. Но, и значит, если мы верим, что наши мечты сбудутся, что если мы верим, мы приходим, рождаемся на планете Земля для того, чтобы именно быть счастливыми, значит, вы сумеете, мои дорогие, использовать какую-то возможность, какой-то шанс в эти 10 дней для того, чтобы для себя открыть новые грани будущего или открыть какое-то новое качество жизни. Наверное, пожалуй, это самое главное. Это то, от чего мы чувствуем и себя довольными, счастливыми, так и самодостаточность к нам приходит. Так, и, может быть, это событие по части вот вашей личной жизни. Значит, здесь тоже мы можем для себя что-то однозначно прояснить. Давайте посмотрим, что же за Таро неожиданность на арканах Таро. Нам хотят рассказать, и нам снова про личную жизнь или, в принципе, про радость, про подарки, туз чаш. Сама по себе карта эмпатии, гармонии, радости. Поэтому, если мы спросили неожиданности, приятности, мои дорогие, что-то доброе, светлое, у кого-то признание в любви, хотя у кого-то я могу и это допустить тоже, продвижение вашего проекта. Может быть, ваши честолюбивые планы, когда вы тоже к чему-то шли, вы уже проделали какую-то работу, и здесь идет как признание вашей экспертности, признание ваших заслуг, по крайней мере, в какой-то любой своей номинации у каждого, но в целом сама по себе карта радости, счастья, когда мы остаемся довольны, вот какие-то добрые неожиданности. В чем ваша сила? Ваша сила закончить бесконечный дождь. В этой колоде карт эта карта так и называется «Бесконечный дождь». Завершить период ожидания. На что-то решиться. И как раз Нептун, переходя из ретро-движения в прямое движение, он словно нам дает волшебный толчок к тому, чтобы мы действительно вот из этой какой-то либо многозадачности или из неопределенности. Может быть, эту неопределенность где-то мы создали сами, тем, что хотели что-то удержать, к примеру. Значит, в декабре для вас будет очевидно, что будет служить прогрессом для вас, а что, как бы ты ни хотел, или как бы ты ни прикладывал усилия, что-то ты не можешь восстановить, реанимировать буквально, или от чего-то тебе придется отказаться, потому что это не может быть продолжено в силу объективных причин. Поэтому пустое ожидание какое-то должно закончиться, и в этом ваша сильная позиция. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то оформление документов. Семерка жезлов нам говорит «спасай добро». По семерке мы знаем, что это часто много контактов, разговоров, часто таких разговоров, которые, они нам не приносят какой-то реальной практики. Или люди могут нас пытаться уговорить на что-то, вот это тоже нужно принять во внимание. Но, видимо, ваша собственная позиция действительно может быть вот эта развилка, когда вы должны для себя определить, что же для меня есть хорошо, что для меня есть плохо. Да, я допускаю, что придется рассматривать альтернативные варианты, но значит даже через какой-то альтернативный вариант для вас может быть как новая открывшаяся реальность или возможность. Не откажитесь быстро от того, что может быть продолжено, от того, что, может быть, на первый взгляд, мои дорогие, выглядит криво для вас. Но и послушайте подсказки собственной души. Вы здесь должны быть абсолютно на своей волне. Не случайно карта говорит, людей будет много, мнений будет много. Могут люди подстраивать тебя под свое хорошо. А ты, Лев, помни, что у тебя свое хорошо. Да, какие-то контакты они будут, но, значит, может быть, это как раз договориться с кем-то. Или что будет еще проигрываться в этот период декабря, когда мы можем перезаключать контракты, опять же, перезаключать с приставкой «пере» соглашения, даже брачные контракты. Мы можем пересматривать отношения в принципе,
в зависимости от того, что же приходит на ваш порог, какие сообщения, или то, что вы уже, может быть, знаете, но продолжите до конца года что-то подводить к итогу или с чем-то разбираться. Поэтому спасай свое, спасай себя. Не крупная карта, но, видимо, к какому-то знаменателю просто вы должны прийти. И это должно быть определено очень четко, потому что карта выпадает дела, работа, бизнес или ваши амбициозные планы. Значит, есть какая-то конкретика. И если даже было что-то размыто, как были образы, а вот как поступить или куда идти, в каком направлении двигаться, ну вот, значит, последние 10 дней уходящего года идеальное время, чтобы для себя расставить все точки над «и». Деньги, энергия финансов. Прекрасная карта, опять же, будущее. Тройка жезлов. Расширение горизонтов, расширение возможностей. У кого-то проиграется конкретно новые задачи по работе, построение как-то по-новому, может быть, карьера. Или, может быть, знаете, ну, к примеру, банальная ситуация, когда освобождается место какое-то на работе, или вы знаете, что человек уезжает, а для вас это означает новые перспективы. И, соответственно, с новыми перспективами к вам приходят деньги или новые способы заработка. Здесь по деньгам какой-то прогресс должен быть. Да, это нам не говорят, что именно этот период, но деньги у вас в этот период будут однозначно, потому что выпадает аркан Медведь, сильная, в принципе, позиция. Значит, и будут и радости, и какие-то бонусы, у кого-то, может быть, сопряжено даже с выплатами. И, знаете, больше будет оптимизма все же по части финансового достатка. Может быть, и вы будете для себя уже какую-то стратегию даже перестраивать на будущее, причем в очень конкретном русле. Более конкретизируется у вас что-то в эти 10 дней, мои дорогие львы и львицы, и по деньгам тоже. Личная жизнь давайте узнаем. Ну, по девятке жезлов, конечно, не скажешь, что мы открыты миру именно по части новых знакомств, к примеру. Поэтому, наверное, все будет так, как оно у вас уже сложилось на дату 21 декабря. И есть такое значение в девятке жезлов, как карта великой мощи. То есть ваша сильная позиция эта карта тоже подтверждает. И значение, как будто вы сделали все, что могли. Или какой-то вами путь уже пройден, и за эти 10 дней вы ничего не измените. Единственное, что сохранять самого себя, сохранять, может быть, отношения те, которые сложились, или какие-то контакты, и быть все же внимательным. Не случайно человек буквально пугало ставит в своих посадках, огороде, словно за забором у себя. И два направления, которым должны уделить внимание. Первое, если нам что-то угрожает или для нас что-то идет со знаком минус. И второй момент, немаловажный, чего-то не упустить. Вот как раз две карты об этих двух направлениях. Не упустить по части денег и по части оформлений. Нужно быть внимательным. Может быть, будьте внимательны, правда, подписывая какие-то документы, на что-то соглашаясь. Перепроверяйте или что-то, если вы не эксперт, не юрист, например, составляя те или иные документы, неважно, либо у высокого чиновника, либо это банковский документ, значит и буквально математический просчет или даже юридическая консультация, чтобы не было для вас каких-то белых пятен, мои дорогие львы и львицы. Давайте карту совет. Король мечей, да, где-то все то, что я сказала. Доверяй, но проверяй. По этой карте может проиграться еще такой момент, когда для тех, например, у кого, ну, мало ли, какие-то есть вопросы по здоровью, значит, может быть, это просто недомогание, это может быть и усталость. Но для того, чтобы дифференцировать, если вас что-то беспокоит, обратись к врачу. И поэтому напрямую какие-то походы к докторам по королю мечей это проигрывается. Разные врачи. У кого-то, может, стоматолог. Откладывали уже энное количество времени, а тут решитесь. Нет, в этом году я начну хотя бы, может быть, и так. И юристы, адвокаты, люди проходят, которые занимают высокие должности, которые имеют сферы как бы влияния, длинные руки, да, будем говорить, у вас карта медведь.
Что-то нужно сделать для вас рационально, понимаете? Я не буду повторяться, я раскрыла так широко, уделила этому внимание, и карта просто все то, что я говорила в совете Король мечей, подтверждает, что именно в эти 10 дней вам нужно будет как и выбор делать, так и где-то себя подстраховать и максимально использовать реальное время и реальные возможности для себя, чтобы с чем-то и определиться или организовать свою жизнь по-новому, или заручиться, может быть, чьей-то поддержкой или составить важные документы, но где-то хладнокровие вам тоже будет помогать, мои дорогие. Давайте я достану, с чем вы, в каких энергиях входите в 2025 год. Наверное, можно не доставать, потому что уже карты торопятся. Вот какие энергии? Вот смотрите, правда, выбор. Вот она развилка. Влюбленные это могут быть еще и отношения, но те отношения, которые, наверное, до конца 2024 года так и не прояснены. Может быть, это вы пытаетесь где-то прояснить, чтобы было больше ясности. Для кого-то проиграется прежняя история именно любви или, может быть, какой-то дружбы, от которой вы, ну, так малость могли устать. Десятка, карта усталости, десятка жезлов. Или какая-то история напоминала, как качели. То вперед шаг, то 2 шага назад. Вот такое может проиграться. Может быть, какая-то ситуация и по работе тоже касается выбора. От того, какой вы выбор сделаете, будет зависеть качество ваших достижений в вашей жизни в 2025 году. Может быть, поэтому будьте иррациональны, мои дорогие львы и львицы. Да, доставать уже как будто не нужно, но какой-то итог мне хочется подвести. Будьте готовы к неожиданностям, будьте готовы, может быть, на 2025 год, что что-то будет быстро меняться. Сама по себе динамика жизни вам понравится, потому что жезл – это огненная энергия. Но рыцарь жезлов, он максимально, знаете как, с одной стороны, он не хочет оставаться на месте. Он предпочитает драйв болоту какому-то. Но, с другой стороны, его игра жизни завораживает. И вам, значит, могут быть предложены высшими силами такие энергии. Может быть, для кого-то напрямую начало года начнется очень интенсивно, у кого-то с новой работы, у кого-то перемены в личной жизни, когда вам тоже придется что-то либо согласовывать, организовывать, предпринимать какие-то действия. Короче говоря, скучать вам будет некогда, в зависимости от того выбора, который вы сделаете в конце уходящего года. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.